and the simple faith that looks to Him alone. И о драгоценной вере в Иисуса Христа, которая основана лишь на том, чтобы смотреть на Него одного. Oh, that someone had told me of this before. Trust Christ, and you shall be saved. О, если кто-то бы мне сказал об этом раньше, что я должен уповать на Христа, и я буду спасен. He wasn't prepared for the simplicity of the gospel. Он не был готов к простоте Евангелия. But when he saw it, and the Lord opened his eyes, it was the turning point of his life. Но когда он увидел его, он обратился ко Христу, и это изменило всю его жизнь. He said he was filled with a joy like he'd never known before. Он говорит, что его сердце было исполнено такой радости, которую никогда раньше не ощущал. He described this in another context, and here's what he said. В другой раз он, вспоминая об этих же событиях, сказал следующие слова. He said, I thought I could just dance all the way home. Он говорит, что я чувствовал, как будто бы мне хочется танцевать по дороге домой. I understood what John Bunyan meant when he said after he was converted, he wanted to tell the crows on the plowed land all about his conversion. Я вспомнил слова Джона Буньяна, который говорил, что после своего обращения он захотел рассказать об этом воронам, которые сидели на поле. He said I was too full to hold it. I had to tell somebody. Он говорит, что меня просто преисполняли эти чувства, и я не мог их уже сдерживать себя, и хотел рассказать кому-то. By the way, that primitive Methodist church is still in Colchester to this day. I've been there. И интересно заметить, что эта примитивная церковь методистов по-прежнему находится в этом городе Колчестере. У меня была возможность побывать там. And about 5 years after Spurgeon died, a marble plaque was erected on the wall next to the spot where Spurgeon sat that morning. И через 5 лет после смерти Чарльза Сперджена, In fact, can we turn this back on? включите, пожалуйста, проектор. I think that's what the next picture is. Если я не ошибаюсь, следующий слайд показывает, что там, на том месте, где сидел Чарльз Сперджен, на стенку повесили значок. This is a illustration that was drawn in Spurgeon's lifetime. Значит, эта иллюстрация была нарисована, когда Сперджен еще был жив. The building still looks exactly like that today. Здание по-прежнему точно так же выглядит. It's set back from the road. There's another building in front of it. Оно чуть-чуть дальше за дорогой, и перед ним еще одно здание, которое здесь не нарисовано. You might walk by and not even notice it. Поэтому можно пройти и даже не заметить эту церквушку. And the interior looks like this today, only it's a little more deteriorated. И внутри также все выглядит, только немного более изношено. When I was there, they were doing some renovations, and the pews weren't there. They had folding chairs instead. Когда я был там, то они убрали скамейки, потому что восстанавливали их и поставили там просто раскладные стулья. This thing right here is the plaque that commemorates where Spurgeon sat. Вот эта дощечка, это не окно, это дощечка в память о Сперджене. He says it was under the balcony, so I assume it was right in the corner of that pew. Поэтому Сперджен сказал, что я спрятался под балконом, поэтому она как раз там была. This is a photograph of the building today. Это фотография сегодняшняя этого здания. I don't have a photograph of the interior, but this is the plaque. У меня нету фотографии внутри, но вот что было написано на этой дощечке. It's engraved with a little bit of Spurgeon's personal testimony in his own words. Здесь цитата из личного свидетельства Чарльза Сперджена. Yeah, that's it. И как бы больше нету слайдов у меня, поэтому помню. Let me read you one more excerpt just before we break here. Перед перерывом хотел бы прочитать вам еще один отрывок. Spurgeon told his testimony many times. Сперджен рассказывал свое свидетельство много раз. And it's interesting to read them all. И интересно, как бы все эти свидетельства интересны. It's the same story every time, but he highlights a different aspect. И каждый раз это одна и та же история, но он обращает внимание на тот или иной аспект. And I want to read you this one because I think it sums up the gospel so well. Хотел бы прочитать вам эту версию, потому что, по-моему, она прекрасно подчеркивает Евангелие. He says, I've always considered, like Luther and Calvin believed, that the sum and substance of the gospel lies in this word substitution. Я всегда думал, подобно Лютеру и Кальвину, о том, что сущность Евангелия находится в слове заместительное. Christ stands as a substitute for the sinner. Иисус Христос – заместительная жертва за грешника. He said, if I understand the gospel, it's this. Если я понимаю Евангелие, то вот в чем оно заключается. I deserve to be lost forever. Я заслуживаю быть утерянным навечно. The only reason why I should not be damned Единственная причина, по которой я не должен быть проклят, is that Christ was punished in my stead, and there's no need to execute sentence
twice for sin. Заключается в том, что Иисус Христос понес мое наказание на себе, и поэтому нет необходимости наказывать кого-то еще раз за то наказание, которое уже было. On the other hand, I know I cannot enter heaven unless I have a perfect righteousness. С другой стороны, я знаю, что я не могу попасть на небо, если я не буду иметь совершенной праведности. And I'm absolutely certain I'll never have perfect righteousness of my own because I sin every day. И я уверен в том, что я никогда не буду иметь абсолютную праведность, потому что я грешу каждый день. But Christ did have perfect righteousness. Но Иисус Христос был абсолютно совершенным праведником. And he said, "There, poor sinner, take my garment. И он говорит: бедный грешник, облекись в меня. Put it on, and you shall stand before God as if you were Christ. И тогда ты будешь стоять перед Богом, как будто бы ты Христос. And I'll stand before God as if I were the sinner. А я буду стоять, как будто бы я грешник. I'll suffer in the sinner's stead. Я буду страдать вместо грешника. You'll be rewarded for works you didn't do. Ты получишь в награду за те дела, которые ты не совершал. You'll get the reward for things I did for you." Ты будешь награжден за то, что я сделал для тебя. Spurgeon says, "I have to come every day to Christ as a sinner, Сперджен сказал, что я каждый день прихожу к Христу как грешник. the same way I came at the beginning." Так же, как я пришел к Нему в первый раз. The devil says to me, "You're not a saint." Дьявол говорит мне: ты не святой. Well, I'm not. Да, я не святой. I'm a sinner. Я грешник. And Christ Jesus came into the world to save И sinners. Иисус Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Sink or swim, I go to Him. В любых обстоятельствах я иду к Нему. I have no other hope. У меня нет другой надежды. By looking to Him, I received all the faith that inspired me with confidence in His grace. Глядя на Него, я получил всю веру, которая дала мне уверенность в Его благодати. And that command that originally drew my soul, "Look unto me," И это повеление, которое впервые коснулось моей души: посмотри на меня, it still rings its clarion note in my ears. по-прежнему звучит в моих ушах. There I once found conversion, Тогда я был обращен. and there I shall always find refreshing and renewal. И в этом я всегда буду находить обновление и покой. Should we break for lunch? Хорошо, перед нашим перерывом на обед давайте встанем и помолимся.